Привет, друзья! Очень важное видео на канале, в котором мы покажем, какую машину купить максимально эффективно по цене и качеству. Так, чтобы вы заплатили деньги, радовались несколько лет, потом продали и не потеряли. Чтобы вы ездили как можно дольше и машина не ломалась. В общем, все как мы любим. Потратить мало, получить максимум и получить еще даже выгоду. Все это я покажу на примере тех автомобилей, которые мы покупаем для себя. Ну, я стою и сзади меня есть автомобиль, который многим из вас хочется купить. Некоторые из вас смотрят на него и их начинает трусить, и они пытаются что-то уже гадкое написать в комментариях. Но в любом случае эту машину мы не рассматриваем, потому что нам сейчас так не повезет. С точки зрения эффективности и эффективной покупки эти машины будут, но немножко попозже. Я уверен, что мы ими будем заниматься много. У меня уже есть видео, которое я снял по поводу стоимости запчастей на этот автомобиль. И она вас удивит. А сейчас я вам хочу показать, раз мы уже начали про эту машину, по какой цене эти машины иногда уходят. И, как вы видите, стоимость автомобиля, который ушел. Теперь посмотрите внимательно, как он выглядит. И если добавить к нему стоимость запчастей, то получится дороже, чем эту машину купить новую. Поэтому главное для нас с вами сделать так, чтобы мы не были экранизацией пословицы. Чему бідний, бо дурний, чему дурний, бо бідний. Поэтому показываю, что мы покупаем. Ребята, я их для вас берег. Я берег эти крошки для вас, для того, чтобы вы вкусили, какими они приходят с аукциона, как это выглядит, с какими повреждениями, сколько стоит и так далее. Все это вы должны были прочувствовать, и это было нелегко, потому что ребята пытались их разобрать сразу же, потому что разобрать и собрать эту машину достаточно быстро, потому что мы покупаем такие машины с такими ударами, с такими повреждениями, чтобы это была быстрая история, чтобы нам не надо было что-то менять, вытягивать, допиливать, и это растягивалось на долгие месяцы. Нет, эти машины будут собраны точно так же, как мы вам показывали, Model Y, который мы собрали за 16 часов. Здесь все плюс-минус то же самое, только легче. Но некоторые из вас могут написать в комментариях, что, во-первых, я рассказывал, что лучшая машина для покупки это Model S, а еще лучше купить Model S Performance. А еще сам лично я пользуюсь точно не Model 3 на каждый день. Но вы же просили максимально эффективные автомобили, правильно? Вы просили те автомобили, на которые вы не будете тратить деньги, чтобы вы потом не рассказывали, что там что-то у вас произошло и так далее. Поэтому про Model S, про Model X, про все остальные автомобили, про Model Y, естественно, мы поговорим. Но сейчас важно понять, куда мы покупаем эти машины. И почему это пример максимально эффективных автомобилей. Потому что мы в сервисе предоставляем подменные автомобили. То есть, когда клиент приезжает к нам со страховым случаем, и это хороший кейс, мы, естественно, стараемся дополнительно еще подсластить жизнь нашему клиенту и дать ему подменную машину. И у нас среди подменных автомобилей были практически все машины. То есть были S, X, 3, Y. Потом потихоньку у нас X первые вылетели, потому что это те машины, которые могут начать, ну вы знаете, кто-то покатался, начали дребезжать полуоси, что-то поломалось в салоне, не ездит сиденье. Кто-то из клиентов, у кого не было опыта с Model X, начинает рассказывать, что дверь как-то не так открывается, а там сенсор, и он просто не понимает, когда она должна полностью открываться, когда не полностью. Поэтому Model X ушли с пробега сразу, остались Model S. Model S тоже отпали потихоньку по разным причинам. Во-первых, потому что они стоят немного дороже, в обслуживании дороже, а страховые компании платят за все машины практически одинаковые. Вам надо долго и нудно доказывать, что именно вы поделились более дорогой машиной с клиентом, и вам надо платить больше. Короче, это сложно, дорого по времени. И получается, остались у нас Y и Model 3. Почему у нас появились Model Y среди подменных машин? Потому что в какой-то момент Model 3 так сильно просели в цене, что я подумал, хорошая идея покупать Y,
а так как они в цене не так просаживаются, меньше их среди каких-то таксопарков и так далее, они более стабильная цена, и через время я ее смогу продать лучше. Но обратно мы столкнулись с тем, что страховые компании практически всегда платят одинаково, машины более дорогие, хотя они надежные. Model Y надежная машина. И если выбирать между надежной Model Y, но достаточно дорогой, если выбирать между хорошими комплектациями Model 3, и есть другая машина, которую можем купить с минимальной ценой, но которая будет комфортна, за которую страховая компания будет платить точно так же, то, наверное, есть смысл поменять машины на максимально дешевые машины. Плюс это не должна быть дешевая машина, какая-то тройка 2017 года, которая будет потом компенсировать мозги, и надо будет постоянно ее обслуживать. Потому что на эти машины, если мы тратим свое время, то это никуда не годится. Наш сервис должен быть занят клиентскими машинами, а не нашими машинами, которые мы даем клиентам. Но если клиент бьет машину, то, естественно, это отдельный кейс, это окей. Это нам подходит. Но если машина ломается, что-то у нее там то гудит ступица, то какой-то рычаг, то монитор перезагружается, то все это вместе погасло, и человек где-то остановился в горах. И как вы думаете, кому будет звонить человек, который вдруг остановился на машине в горах? Правильно вы угадали, с первого раза, конечно же, нам. Поэтому есть смысл делать и заниматься машинами, выдавать машины, те, которые максимально надежны. Поэтому я среди этих автомобилей. Поэтому мы рассматриваем Model 3, вот такую вот красоту. Мы сейчас вернемся и пройдемся по всему модельному ряду. Но я наконец-то скажу, что это за Model 3, потому что все они одинаковые. Все эти Model 3 плюс-минус одинаковые. Все это стандарт 22 года, кроме той, которую я показываю прямо сейчас. Она попала к нам просто по хорошей цене, и мы ее тоже взяли. Это у нас Long Range заднеприводный 2018 или 2019 года. Все остальное раз, два, три, и в цеху еще несколько машин. Каждая из этих машин стоила от 7 до 9 тысяч долларов. То есть примерно они мне с запчастями, ремонтом обойдутся по 14-16 тысяч долларов. Это... Почему я называю эти цены? Потому что эта машина не для продажи. Это такая машина по такой цене у вас не получится, потому что мы занимаемся продажей запчастей оптом на Теслы. Вы же это помните. И ваша цена выйдет дороже. Почему? Потому что, во-первых, вы не будете ждать 2 месяца, как я ждал эти машины. А во-вторых, цена розничная будет другая. Но называю вам эту цену, потому что через год я их спокойно по этой цене продам без никаких проблем. То есть они покатаются в подмене год и дальше будет проданы. Значит, первое у нас 22 год. Никакие лонжероны здесь не страдали. Колеса на месте. Машина run and drive, двигается, она с ключом, заводится. Но даже если бы она не двигалась и была без ключа, все равно здесь вот эта вся история из запчастей меняется. Она собирается и едет в малярку. Сборка этой машины занимает 1 день. То есть, если с утра ее разобрать, вечером она собранная, уже готова к покраске. Еще одна красота. Выглядит страшно, конечно. Но она еще легче на самом деле, потому что здесь даже радиатор остался целый. Это наш любимый удар, когда такая скользячка идет поверху. Так даже покупают машины из двигателя внутреннего сгорания. Часто везет, и двигатель остается целый. Если это какой-то внедорожник и что-то такое, капот заворачивается, все боятся, боже, какой ужас. И такие машины мы любим показывать в до и после. Типа вот такая разбитая, уничтоженная, потом раз и собрана. Потому что собирать ее ровно точно так же 1 день. Поэтому мы купили эту машину, это достаточно староватая машина, наверное, одна из самых старых в парке. Значит, еще одна крошка. Здесь, конечно, остро все прошло. У нас удар пришелся здесь по лонжерону. И я такие машины не советую покупать. У нас профессионалы, которые умеют выбрать так, чтобы все-таки все осталось. Они там смотрят по каким-то другим еще вещам. И, в принципе, здесь повезло. То есть здесь просто это молотком отгибается. Ни на что это не влияет, и она едет дальше. Но если удар будет чуть сильнее в эту часть и уйдет какая-то из этих точек, это может быть проблемой. А если уйдет сильнее, то надо будет менять четверть, и это прям серьезная проблема.
Значит, такого лучше избегать. Это пограничная история, такая пограничная ситуация. Но в целом машина отличная. И я же говорю, мы взяли так, как надо, и она едет. Еще одна машина, это одна из последних. И здесь вообще прям практически нет никакого удара. Все это ушло под низ. Конечно, там радиатор пострадал. Еще по цене это недешево. Поменять радиатор, скорее всего, там еще подрамник ушел. Но колеса на месте, все на месте. И эта машина опасная. Я бы на вашем месте посмотрел видео там, где мы рассказываем, откуда берется селвидж. И вот это как раз машина, которую надо брать на опыте. И она была на аукционе, она была без бампера. Поэтому легче было ее выбрать. Если бы она была вот так вот она так стояла, да, бампер на стяжках и закрыт бампером, закрыто все остальное, мы бы ее 100% не взяли, потому что это прям такое, ну, может быть всякое. Особенно если она еще не ездит. Прям очень подозрительно целая машина. Итак, Model 3 стандарт 2022 с LFP батареей на сейчас, на начало 2025 года, это самая надежная машина. Это машина по цене-качеству, если вы покупаете на аукционе, если она с правильным ударом, если вам правильно ее подобрали. Ссылка внизу на тех людей, которые вам правильно ее подберут. Значит, на мой взгляд, это машина, которая будет причинять вам наименьшие финансовые потери в течение эксплуатации. Но многие из вас, я думаю, большинство из вас смотрят это видео и думают, какого черта, когда я представляю себе Model S или Model X и себя в ней, я чувствую себя намного уютнее, комфортнее от этой истории. И Model 3 почему-то у нас считается чем-то прям вообще, ну, не тем, за что стоит бороться. Но, еще раз, если вы хотите получить эффективность, если вы хотите тратить меньше денег, тогда это ваша история. Купить правильную машину с правильным ударом, LFP батарея, один двигатель, меньше всего у вас будет вариантов расходовать деньги. Такие машины мы покупаем в свой сервис-парк. То есть примерно розничная цена этой машины, и вы можете заказать спокойно эту машину, я думаю, где угодно, цена будет около 20 тысяч долларов, да? Если мы пойдем в сторону от 20 до 25, у нас открывается целый спектр того, что мы можем купить. Значит, что у нас есть? У нас есть Model S, Model X и уже появляется у нас Model Y, какие-то первые. Значит, берем с Model S. Когда вы смотрели Model S Бенджамина Баттона за 2500 долларов, я там говорил, что машины 13-14 года старайтесь не брать вообще, потому что они в основном только с задним приводом. Если у нас задний привод, то там большой старый двигатель, тот, который потом остался только в перформанс-машинах. И этот двигатель проблемный, он рано или поздно останавливается. Он неправильно сделан с точки зрения охлаждения, он неправильно сделан с точки зрения маслообмена, и, в общем, все это не очень удачная история. Много лет назад, а мы с вами уже в следующем году будем праздновать десятилетие, представьте, 10 лет я вам рассказываю, какими машинами пользоваться, и неудивительно, что некоторые из вас вспоминают видео, когда я говорил 7 лет назад, что перформанс-машина — это лучшее, что можно купить за свои деньги, и даже помнили цену. Тогда она стоила 35 тысяч долларов. Да, в те годы тогда это была лучшая машина. Я такой машиной пользовался, но много воды с тех пор утекло. И действительно, то, что тогда было супер вариантом, но сейчас это машина, которая требует только внимания. И это не потому, что время ее убило, это потому, что и политика компании Tesla ее убила тоже. Потому что если мы берем Model S, чувство, видео растянется, елки, но информации столько, и повода рассказать ее по сути нет. Поэтому раз уже коснулись, давайте уже до конца. Model S — это машина, которая была сделана изначально, чтобы ездить десятилетиями. Такого количества алюминиевых деталей нет ни в одном другом автомобиле. В Model S вообще есть только пару
детали из ржавеющего металла, и они спрятаны в середине автомобиля, и вы их никогда не увидите. То есть это вечный кузов. Все, что надо было делать для того, чтобы пользоваться этой машиной до конца жизни, это менять батарею, менять компьютер, менять двигатель. Двигатели менять реже, батарею раз в 10 лет, компьютер каждые 3-4 года. Итак, Tesla пошла по пути того, чтобы держать эти машины как можно дольше. Они начали менять компьютеры. Следующий кузов они выпустили ровно такой же точно, чтобы не смущать владельцев предыдущих автомобилей. Вроде как такая вот потихоньку эволюция пошла. Но в какой-то момент они поняли, что, в общем-то, они хотят люди покупать новый Model S. То есть надо либо прекращать обслуживать старый Model S, чтобы люди пересаживались на новые, либо сделать так, чтобы большее количество людей захотело новую Model S. Но так как она выглядит как старая Model S, ее меньше хотят. И, соответственно, круг любителей и фанатов Model S в лице меня и еще нескольких человек, он не такой большой. Поэтому они убрали возможность поменять батарею, поменять двигатель, сделать это по какой-то вменяемой цене. Отсюда стоимость батареи Model S сотой сейчас около 15 тысяч долларов. Двигатель, когда я говорил, что это шикарная тачка, тогда перформанс-двигатель стоил 2-3 тысячи долларов. Можно было за 1500 долларов найти. Сейчас он стоит около 6 тысяч долларов. И все это вместе делает эту машину уже не таким уж персиком. И поэтому я же вам говорю, вот она. Вот она, шикарная тачка, которая вас ждет, но вы ее не хотите, поэтому идем дальше. Что все-таки из Model S можно купить? Перформанс машины отбрасываем. Заднеприводные машины отбрасываем. Там везде стоит большой двигатель. Машины, которым уже 10 лет, отбрасываем. Это они уже подходят по батарее. Значит, у нас остается 75D, просто без перформанс, и остается 100D. Достаточно свежие машины. 100D это была машина, к которой я относился как к Land Cruiser. Блин, не думал, что когда-то на этом канале просто придется это выговорить. Land Cruiser 100. Вот для меня Model S 100D была как Land Cruiser 100. Это что-то надежное, такое, чему можно доверить всю семью и многое другое, потому что мы на этой машине всей семьей ездили на Северный полюс, черти куда. И она показала себя просто идеально, никакого намека на какие-то сбои. И поэтому я очень сильно удивился, когда у меня 100D остановилась без какой-либо причины. Потому что это была одна из первых машин, которую я купил для семьи в США. То есть хорошая комплектация на пневме, со всеми опциями и так далее. И вот я подъезжаю под сервис, и она просто выкидывает мне ошибку по БМС и останавливается, представьте. И оказалось, что это, в общем-то, не только у меня. Это достаточно частая болячка конкретно сотых машин. И связано это с каким-то браком на фабрике, когда робот припаивал батарейки, он недостаточно качественно пропаял все вокруг BMB-шек в середине батарейки. И одна из BMB-шек отваливается, и, в общем-то, батарея уходит в ошибку, и вам надо снимать всю батарею, снимать крышку, лезть туда руками и желательно перепаять и эту BMB-шку, и все остальные. Но батарея Теслы, как я раньше говорил, годы назад не сильно заточена на то, чтобы ее ремонтировали. И поэтому, когда даже ровная рука туда лезет, ну, это не очень хорошо. Поэтому 100D, к сожалению, не могу рекомендовать к покупке. Хорошая машина, прекрасная, мягкая, хорошая. Я сказал хорошая несколько раз, потому что я действительно так считаю, но время и вот эта ошибка и проблема это всплыла. Если бы я знал, что есть хоть какая-то маленькая вероятность, что эта машина может стать без никаких причин, конечно бы я никуда не поехал на Северный полюс со всей семьей. Мне аж страшно становится от того, что машина теоретически могла остановиться вот там в снегах, там, где нет ни телефонной связи, и мы буквально через несколько часов уже замерзли, потому что там минус 14, никто не проезжает, и все. И ты и машина. Больше там ничего не было. Но ладно,
Остается у нас еще одна машина, которая может попасться к вам, о которой можете думать, это 75D. И вот 75D, как ни странно, достаточно нормальная машина, которую, в принципе, можно купить в этом бюджете, и она будет ездить без никаких проблем. Два маленьких двигателя, достаточно нормальная батарея, недорогая батарея, по киловатт-часам она такая же, как 90-я, в ней реально 75 киловатт-час. Ну, с течением времени, наверное, осталось 73, а в 90, если вы купите вдруг 90-ю машину и подумаете, надо 90, наверное, лучше, 90 же лучше, чем 75. В 90-й машине будет где-то 78-79 киловатт изначально, и с течением времени те же самые 75-74 киловатта, как в 75-й. Поэтому не гоняйтесь за 90-ми машинами, лучше купите 75-ку. Она будет чуть менее быстрая, потому что отдача у нее меньше у батареи, чем у 90 и 100. Но мы сейчас боремся за надежность. По иксам, иксы 16, 17, 18 года, моя рекомендация их покупать зависит от того, насколько вы доверяете предыдущему владельцу. Если за иксом не следили, то будет у вас такая ситуация, как... Блин, он закрыт, смотрите, он еще такой у нас здесь фиолетовенький. К сожалению, не передает камера запахи, которые стоят. Ой, ужас. Ой, бля, рядом с этой машиной. У машины пробега, так чтобы вы понимали, около 60 тысяч миль. И то, что я вам показываю, это прям мелочи. Посмотрите. И вот посмотрите на это. На вот это. И вот это. Ребята, я задержал воздух, чтобы не дышать там, потому что это просто ужас. Значит, в техническом плане машина выглядит точно так же, плюс-минус. Это даже перформанс-версия, это P100D или что-то такое. То есть машина приехала на ремонт, и, ну, это ужас. Вот так некоторые владельцы... P90D. Вот это. Так некоторые владельцы доводят машины до такого состояния, что просто в нее даже страшно заглянуть. И, конечно, если она попадется на вторичном рынке кому-то, то это не машина, это наказание. Она просто съест еще и перформанс, у нее умрет и батарея, и двигатель, но вы этого не дождетесь, потому что вы попробуете ее продать еще раньше. Но глядя на эту машину, вам кажется, ну, неплохой вариант. Владельцы ее любили. Смотрите, вся фиолетовая, такая нарядная, ну, немножко зачуханная в салоне. Ну и что? Она не немножко зачуханная, это просто ужас. Итак, выходит невероятно насыщенное видео, потому что хочется, конечно, рассказать максимально подробно, по той причине, чтобы больше к этой теме не возвращаться. Какая максимально эффективная машина на начало 2025 года у нас сейчас? Может быть, ситуация поменяется, и через 2 года я буду говорить, LFP батарея в Теслах это худшее, что можно было себе представить. Потому что, ну, все меняется, и, может быть, есть какие-то болячки, которые мы увидим с течением времени, и я об этом, естественно, скажу. И самое время сейчас вас попросить задонатить на силы обороны, но я этого делать не буду, потому что мы за вас это сделаем. У нас получается развиваться, и единственное, что от вас требуется, это поставить лайк, поделиться этим видео с тем, кто задумался купить Теслу или задумался купить запчасти на автомобиль Тесла. Вы сразу же ему подкидываете наши контакты, и у нас с вами такая договоренность. Вы делитесь нашими контактами, а мы задонатим за себя и за вас. Также очень важно зайти на те видео, которые вам кажутся скучноватыми, с нашими крутыми проектами. Дело в том, что я знаю, что вам нравится смотреть на проекты бесполезные. На глупые проекты, где кто-то ставит огромные колеса на какую-то фигню, она никуда не едет. Или когда на плейт одевает кузов от минивэна, это тоже, в этом нет никакого смысла, но круто смотрится. Наши проекты, в отличие от тех, очень эффективны. Из-за этого более скучные. Но вам надо все равно зайти на них, поставить лайк под каждое видео желательно. И тогда у нас будет мотивация снимать больше полезных видео, таких как это сегодняшнее. Давайте наконец-то его добьем. Значит, у нас остались такие машины, как Model Y, которая дотягивается до 25. Остались такие машины, которые выпадают из нашего бюджета. Это SX, уже которые с рестайлинговой тележкой, которые уже с платформой абсолютно другой. По вайкам, если
под ваши задачи подходит Model Y, а под большинство из вас задачи подходит Model Y больше, потому что вы преодолеваете какие-то неровности, вам, естественно, нужен полный привод, машина повыше, с большим багажником. Я сниму отдельное видео, которое будет про Model Y и все их модификации, потому что их такое количество. Во-первых, они есть стандарт с большой батареи, стандарт с маленькой батареей, стандарт с LFP батареей, стандарт без LFP батареи, полный привод с батарейкой 4680, полный привод со старой батарейкой 18650. И все это вместе еще и с разными запчастями в середине. То есть у нас есть карты старого типа, нового типа, багажник с ворсом, без ворсом, с лучшей шумоизоляцией, с худшей шумоизоляцией. Что из этого выбрать? Это спасибо Данилу, он обратил внимание мое на этот автомобиль. Я просто видел, что происходит какая-то эволюция, но я никогда не обращал внимания, насколько катастрофически разной может достаться вам машина в одном и том же кузове. Поэтому мы их разберем вкратце. Если вы дотягиваетесь бюджетом до этой машины, можете смело брать. Она в принципе не вызывает каких-то опасений, кроме одной единственной модели. Это стандарт, литий-ионный стандарт, одномоторный. Ну, в наших широтах это не популярная машина. Я про них мало знаю, это просто то, что я слышал. Все остальное можно брать, а подробнее поговорим отдельно. SX новые. Это машины, которые, первое, выпадают с нашего бюджета. Второе, вот эти все вещи, которые я показывал с этими машинами, с теми абсолютно не работают. То есть это абсолютно другие методики подбора, потому что те вещи, которые здесь жесткие, и в старых автомобилях жесткие, а другие мягкие, они там как бы сделаны наоборот. Поэтому мы подробнее поговорим про то, как правильно подобрать новый SX. Обязательно напишите в комментариях, если вам это очень интересно. Может быть, никто не хочет покупать новый SX, я же не очень в курсе. Поэтому это тоже отдельное видео, отдельная тема, но она не сильно касается этого видео в принципе, потому что мы выпадаем за бюджет. Вот она, самая эффективная машина на сегодняшний день, которую никто из вас не хочет купить, скорее всего. И это не потому, что я хочу ее продать. Никакая из этих машин не продается. Мы купили только под нашей задачей. Главное – профессионализм тех, кто с вами занимается подбором и ремонтом вашего автомобиля. Так что подписка, лайк, пока.